В мире интернета его знали миллионы. Лицо, которое сияло с экранов коротких роликов, имя, что звучало в обсуждениях подростков и взрослых – Вон Чжон. Молодой корейский блогер, превратившийся в настоящую сенсацию TikTok, сумел за считанные годы собрать армию поклонников, о которой мечтают даже звезды шоу-бизнеса. Его видео разлетались с невероятной скоростью, а харизма притягивала зрителей, словно магнит. Но за ослепительным блеском славы всегда скрывается тень. И эта история не только о стремительном взлете, но и о падении, о тайнах, которые до сих пор будоражат общество. Кто он на самом деле, жертва слухов или виновник собственного краха? Ответы мы будем искать шаг за шагом. Родился он в Южной Корее, в обычной семье, где никто и представить не мог, что сын станет мировой интернет-звездой. Настоящее имя – Савон Чжон. Первые шаги он сделал именно в TikTok, когда платформа только набирала обороты. Сначала это были простые и смешные ролики, которые ничем не отличались от тысяч других. Но постепенно в его стиле появилась особенность – экспрессия, харизма, мимика, которые невозможно было не заметить. Первые десятки тысяч подписчиков пришли быстро, и именно тогда Вон Чжон понял – он нашел путь, который может привести к чему-то большему. Его ролики начали попадать в рекомендации все чаще, а имя стало мелькать в комментариях и обсуждениях. Для юноши, который начинал с нуля, это было настоящим открытием. Мир интернета готов был принять его и поднять на волну успеха. С каждым днем его популярность росла. Там, где другие блогеры довольствовались несколькими сотнями тысяч просмотров, Вон Чжон собирал миллионы. Его лицо становилось узнаваемым далеко за пределами Кореи, а ролики разлетались по всему миру. Подписчики множились с невероятной скоростью, десятки миллионов на TikTok, более миллиона в Instagram. Он превратился в символ нового поколения, энергичного, дерзкого и свободного. Люди видели в нем не просто блогера, а феномен, которому удавалось одним лишь выражением лица или жестом заставить смеяться и восхищаться. СМИ называли его «чудом TikTok», а фанаты уверяли, что он рожден для славы. Вон Чжон оказался на вершине, там, где, казалось, его уже ничто не могло сбросить вниз. На пике славы Вон Чжон словно надел особую маску. Его образ был тщательно выстроен, харизматичный парень с искренней улыбкой, легкой самоиронией и той непосредственностью, которая делала его своим для каждого зрителя. Он умел создавать иллюзию близости, будто разговаривает не с безликой толпой, а лично с тобой. Фанаты верили, что за экраном скрывается именно тот же веселый и открытый человек. Его ролики несли легкость, и казалось, что жизнь блогера – это бесконечный праздник. Но за этой улыбкой таилось нечто большее. Слишком идеальный образ не мог быть случайностью, он тщательно скрывал то, что не должно было выйти наружу. И лишь со временем эта маска начала давать трещины. Первые сомнения начали возникать тогда, когда внимательные зрители заметили несоответствие. Где-то слишком резкие перепады настроения, где-то намеки на закрытость, которые контрастировали с его публичной улыбкой. В сети начали появляться слухи. Одни говорили о высокомерии за кулисами, другие утверждали, что он ведет двойную жизнь. Постепенно вокруг Вон Чжона сформировался ореол загадочности. Каждый новый намек подогревал интерес, словно зрители участвовали в расследовании. Что скрывал этот человек с безупречным образом? Почему за яркими видео ощущалась холодная тень? Вопросы множились, и напряжение росло, приближался момент, когда правда вырвется наружу. Все рухнуло в один момент. Летом 2023 года в СМИ прогремела новость. Вон Чжона обвинили в сексуальном насилии. По словам пострадавшей, это произошло, когда она была в бессознательном состоянии. Для фанатов это стало шоком. Человек, который был символом легкости и радости, оказался в центре тяжелейшего скандала. Мгновенно разделилось общественное мнение. Одни требовали наказания и называли его предателем доверия миллионов,
другие защищали, утверждая, что обвинение – это заговор и желание разрушить карьеру кумира. Сам блогер настаивал, что все происходило по взаимному согласию. Но лавина обвинений, расследования и публикаций уже неумолимо тянула его вниз. СМИ смаковали каждую деталь, фанаты плакали в комментариях, а недоброжелатели праздновали падение кумира. Атмосфера нарастала, превращая историю в настоящий детектив, где правда и ложь переплелись так тесно, что границы между ними размылись. После июльской публикации 2023 года его TikTok замолчал. Миллионы подписчиков ждали объяснений, но вместо привычных роликов последовали лишь сухие новости СМИ. Вон Чжон обвинен в изнасиловании над женщиной в бессознательном состоянии. Сначала казалось, что это просто слухи, но осенью дело подтвердилось в суде. В первой инстанции блогеру дали 3 года и 6 месяцев лишения свободы, и это стало шоком. Но история на этом не закончилась. Апелляция снизила приговор, переквалифицировав обвинение и назначив 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. С тех пор Вон Чжон исчез с публичной сцены. Не было ни слезных оправданий, ни громких интервью, только редкие упоминания в новостях и судебных сводках. Его молчание становилось частью детектива, который разворачивался уже не на экране TikTok, а в корейских залах суда. Весной 2025 года Верховный суд Южной Кореи окончательно подтвердил условный приговор. Формально он не сел в тюрьму, но судимость и статус осужденного теперь будут сопровождать его долгие годы. СМИ сообщали, что ему предписаны обязательные часы профилактических программ, а также ограничения на работу в учреждениях, связанных с несовершеннолетними. Казалось бы, карьера уничтожена. Но неожиданно летом он вновь появился в сети, начал загружать видео. Это вызвало новую волну негодования. Одни писали, что преступнику не место в TikTok, другие продолжали оставаться в числе его поклонников, утверждая, что он лишь жертва системы. Его имя теперь стало символом противоречия, гений платформы или разрушитель собственного будущего. Феномен славы или феномен падения. И главный вопрос остается открытым. Вернется ли Вон Чжон к прежнему величию, или его история навсегда останется предупреждением для всех, кто мечтает о быстрых миллионах подписчиков?